Ну что, друзья, всем привет. Привет. Будем знакомиться. Это Настенька, меня зовут Виталий, это Артем и это Максим. Да. Привет. Сначала немножечко рассказать о себе. Из какой семьи, вообще как так случилось, что молодые ребята, очень талантливые, и вы выбрали христианство. Очень интересно, как так сложилось. Ну, вообще, мы с Артемом близнецы, как уже было сказано, то есть мы братья, и мы росли все время вместе, жили в одной комнате большую часть нашей жизни. Родились мы Учились в одной школе, в одном классе. Сидели за одной партой. Да. И никто даже из учителей не был против, чтобы мы реально за одной партой сидели. Ну, мы сначала стеснялись сидеть за одной партой, потому что это братья за одной партой, кринж какой-то. Ну, лично, не знаю, как Артем, лично я стеснялся. В младшей школе, в средних классах очень стеснялся. А потом, когда стали постарше, стали поувереннее немного, то мы начали видеть преимущество того, что мы похожи, что мы братья-близнецы, что мы можем помогать друг другу, и сидели за одной партой. Я биолог, ну, соответственно, биология, химия, он математик, физик, математика, и мы друг другу домашки делали полностью, и даже на контрольных, вот Артем, ну, помню, контрольных по математике, Артем просто в моей тетради что-то пишет, проходит математику, перевалившись через парту. Проходит математица, видит это, и такая, ой, и идет. Ну, потому что, братья-близнецы, что, конечно, друг другу будут помогать. Вот. Вот даже преподаватель физики, который не особо меня долюбливал, она все равно спокойно к этому относилась, что я прям в Максиминой тетради пишу что-то. Вот так получилось, что мы похожи, потому что мы однояйцевые близнецы. Однояйцевые, то есть у нас одинаковый генотип, и вообще мы, да, во многом похожи. Выросли мы в православной семье, и вообще в детстве мы были... Ну, верующими, но на уровне «Боженька, я буду делать хорошо, тогда ты не будешь делать...» Вот как у нас в беседе недавно писали, очень классно, мне понравилось, как было сказано, верующие так, как верят в деревнях, где нету церквей. Вот таким. То есть родители нас учили, конечно, молиться, и мы читали Библию в детстве, и, в принципе, Бог был неотъемлемой частью нашего мировоззрения в детстве. Но потом, когда начался подростковый период, там, гимназия, поступление, экзамены, биология. Да, мы уже стали в социум больше. Да, у меня биология, химия, это в целом такие естественно-научные дисциплины, и, скажем, невооруженным, неподготовленным взглядом может показаться, что они противоречат, собственно, христианской концепции. Соответственно, в то время для меня это тоже стало определенным препятствием, потому что я тогда достаточно поспешно сделал выводы. Сейчас я биолог, верующий биолог. Вот, ну да, однозначно, я христианский биолог, если так можно сказать. Да, ну, во многом в этом сыграла Церковь 180, и тут, я думаю, лучше рассказать Артему, потому что меня туда привел он. Артем, как ты пришел в целом? Да, вернулся. На самом деле, вернулся, на самом деле, не совсем правильное слово, потому что все-таки тот уровень веры, который был у нас в детстве, детский уровень веры, он сильно отличается от того, что происходит в нашей жизни сейчас. Вот. И на самом деле я, не из-за научных всех этих историй отошел от Бога и стал атеистом, таким прям воинствующим, говорил то, что как там, неужели люди верят в эти сказки, что происходит вообще, как этот обман может длиться настолько много лет. А у тебя был, да, такой период? Был такой период, конечно. В подростковом возрасте я там еще слушал тяжелую музыку, все такое, тусовался, не в плохих компаниях, потому что я как бы из хорошей семьи, но очень хотел тусоваться в плохих компаниях. Я читал абсолютно ужасного, честно, сейчас он мне не очень нравится, Докинза. Вы слышали наверняка про Докинза, «Эгоистичный ген», его книжки. Как биолог он весьма умный, но как, скажем, как он ведет полемику насчет вопроса божественных, но он не совсем этично это делает. Но тогда я, в детстве увлекался Докинзом, и был такой период, грубо говоря, мракобесный. Знаешь, у меня был период, когда я читал фантастику, Хайнлайн, Азимов, Гаррисон, «Стальная крыса» спасает мир, все остальное. Да, это просто что-то. И на тот момент я с детства верующий, ДВР, как говорят, да, то есть для меня это было каким-то и вызовом, а как ты смеешь мечтать о чем-то, вот что-то бывает такое. Но мне нравилось, что я знал, что эти истории выдуманы.
Близко вот то, что вот мне больше всего в этих историях нравится, то, что они выдуманы. Ты все равно чувствуешь какие-то искры эмоций, проникаешься, но это выдуманные истории, которые погружают тебя в необъятный контекст. Вот я тоже очень люблю в этом плане и фэнтези, и фантастику, вот. Хотя, ну, конечно, да. Ну, что самое странное, и закончу, да, секунду, Да. просто чтобы уже закрыли, да, что 70% из того, что была фантастика, когда я читал в детстве, или там в юношестве, да, это уже стало реальностью. Ну, это как бы так вот. Буквально минуту дополню, раз уж мы такую отвлеклись немножко от основной темы, то что все-таки во всех этих фантастиках единственное, что реально не могли никто предположить, это появление интернета. И это на самом деле интернет это настолько круто, что половина людей в мире об этом даже не задумывается, насколько это просто изменило нашу реальность. Да, я учился в школе, интернета не было. Да. В 93-м году я закончил школу, и только-только начался интернет, когда 3 мегабайта, если песню я находил какую-то, и качать надо было, наверное, полчаса. Это было вот как бы так. Да, в целом, то, что есть такая штука, где я могу вот прямо сейчас посмотреть, сколько весит среднестатистическая капибара и сколько вообще у него волос там на полке, да, это уже типа просто в любую библиотеку там любой страны обгоняет этот интернет. Да, воспользуюсь паузой, раз уж мы сделали отступление. Я просто... Нет, я вернусь к теме. Сделал такой небольшой, скажем, чувственный момент. Просто... Да, был период, когда мы, скажем, были не совсем причастны к Богу, ну, в смысле, не совсем верующими были, и просто... Я не хочу, чтобы сложилось ощущение, как будто мы из неверующей семьи, потому что в детстве родители нас обучали и учили молиться, и Библию нам давали читать. То есть родители вложились в нас. Переходный возраст, когда мы уже стали меньше, обособленными больше. Да. То есть... И в целом переходный возраст, это у каждого человека, так сказать, ролики на рогах. И родителей я всячески могу только поблагодарить. Да, и за то, как они вели нас сбоку и воспитывали. Вот, но так или иначе, вот был у меня такой период, вот, и на самом деле, как ни странно, но вот если, вот, по крайней мере, Максим говорит и только что сказал, по крайней мере, то, что его испытания и вызовы были именно науки связанные с наукой, там, естественной наукой, которые задали ему вопросы, то я наоборот, мои научные интересы в основном были математика, физика, и, именно в школе, в гимназии, точнее, да, я был олимпиадником по этим дисциплинам, и мне наоборот, честно говоря, когда я начал это все погружаться, то именно тогда я наоборот из атеиста стал агностиком, в том плане, что изучая вот именно математику, я в классе 8 просто балдел от всех этих многопространственных штук. Мне очень нравилось изучать... многомерных штук, пространства. Мне очень нравилось все это изучать. У меня все тетради были изрисованы тессерактами. Это проект четырехмерного куба. И я в то время еще прям верил в то, что смогу как-то вот увидеть у себя в голове вот это четырехмерное пространство. Типа то, что я там шагну вперед, там смогу представить его, не просто описать формулами и системками, а реально увидеть и понять. И вот я, в это верил. Понятно, что сейчас это абсолютно неправда, это никто на это не способен, вот, но так или иначе я тогда в это верил и поэтому изучал. И, в общем-то, тогда я пришел к такой мысли, что главная проблема любого атеиста, особенно воинствующего, это то, что Бог – это белобородый дедушка, который сидит на облачке и очень нас любит, когда мы ставим свечки и делаем хорошие дела. Но на самом деле не так, ведь даже в Библии образ Бога, он вообще не ясен, потому что Бог в некотором смысле, именно в нашем понимании даже абстрактен, вот, и тогда я тоже подумал, просто банальная мысль, что если Бог четырехмерный, вот просто банально, все, мы его уже в нашем мире не видим, но на наш мир он может спокойно влиять, и история в том, я вкратце расскажу, изложу там основные концепции вот своей теории 9 класса. И, например, то, что если, например, мы бактерии, которые живем в плоскости, к сожалению, мы не можем представить, как на нас влияет четырехмерное пространство на наше трехмерное. Представим то, что, например, мы какие-нибудь двумерные бактерии, которые живем на плоскости. И знать не знаем, что такое высота. Живем своей длиной, шириной и живем своей лучшей жизнью. Мы там, может быть, очень умными бактериями, допустим. Конечно, сейчас мой визави, брат, биолог скажет, что, дружище, ты не прав, но, допустим, очень умные бактерии, которые там и умеют в математику, и там какие-то одномерные картины рисуют в виде линий. И думают, что они крутые, да? Нет, конечно, так они крутые. Послушай, ты видел бактерии, которые рисуют картины? Вот. Поэтому, мы можем быть бесконечно умными философами, математиками, но никогда не поймем, что такое высота. Потому что просто понятие вот этого как высота, что это такое, что значит поверхность над нами, мы не то что не представим, не увидим. Мы это можем только как-то написать формулкой и пытаться
смотреть в эти цифры, числа и так далее. Но в то же время я, как человек трехмерный, могу даже просто тыкнуть пальцем, и они удивятся, откуда появился этот объект в их вот этом вот обычном мире. Потом я могу на них, там, не знаю, подуть, что-то еще и так далее, и уже влиять на их мир из своего трехмерного мира. Вот. И потом, по-моему, это был год... Ох, сейчас бы не ошибиться, а то ведь потом уже можно будет все эти факты проверить в видео. Ну, короче, по-моему, как раз когда у меня был 9 класс, это был год 17, была защищена по Нобелевской премии работа по физике, которая получила Нобелевскую премию, на тему того, что гравитация есть... Там было что-то типа изменения пространства и времени, и я эту работу прочитал и очень вдохновился, мне она очень понравилась. И если вкратце, то потом... Я в целом эту тему изучал там долго, и, ну, вот расскажу прям супер простым языком, чтобы долго не затягивать. Чтобы объяснить, как все эти волны, гравитация работают в нашем мире, была построена математическая модель. Что значит гравитация есть изменение пространства времени? Вот представим себе очень популярный оксфордский эксперимент, когда просто натягивают какую-то парусину, типа батута, кладут тяжелый шарик металлический, вокруг него раскручивают другой, он крутится, этот можно толкнуть, этот тогда будет его сопровождать, да, потому что он прогибает парусину, и этот типа к нему как бы падает, тянется. Вот. И если бы не сила трения, то такая бы система могла существовать очень долго. И в нашем мире гравитация работает по таким же законам. И, соответственно, если гравитация есть искривление пространства, то это пространство должно куда-то искривляться. То есть вполне очевидно, что наш мир не трехмерный, а как минимум четырехмерный. Так вот, дальше, чтобы изучить, объяснить все эти волны, там как-то, ну, как это работает вообще физика в нашем мире, ученые создали математическую модель, которая максимально близка к реальности. И там, где оказалось, что мир как минимум 12-мерный. Притом геометрическими из этих пространств являются только 5, остальные являются негеометрическими. Извини, что вклинюсь, а тебе не кажется странным, что бактерия вдруг увидела нас в 3D и все остальное? А как они смели? Ну, то есть, я в том плане, что вот это теория, что 12, например, мер. По-моему, то же самое, что бактерия думала бы о том, о другом, чем они понятия не имеют. То есть, насколько верно, вот, в процентном соотношении, насколько это правда? Может быть. Может быть правда. Я не говорю, что это правда. Они сами говорят, что это теория. Хорошо. Я чуть об этом знаком, да? Типа теория там гравитации, теория того. Они говорят, что это правда, они даже сами не знают. Конечно. Но по твоим оценкам все-таки, насколько? Допустим так, если бы я бы положил свою пятерню в мир бактерий, и она бы увидела, что вот мир, какой-то объект появился, какой-то объект пропал. Они бы не увидели, они видели бы линию только соприкосновения. Да, конечно. Она бы не увидела, что это палец, она бы увидела в разрезе мой палец. То есть, чисто вот появился какой-то объект двумерный в их мире, в двумерном мире. И она бы задала... Они смеются. Откуда этот объект вообще мог появиться? Она бы начала думать, размышлять, делать какие-то теории. Более того, например, вот если бы мы были бактерией, которая живет не на столе, а, например, на горлышке этого стаканчика, то мы бы тоже начинали бы замечать некоторые, например, то, что если мы проведем линию, то она будет, как бы для нас прямой в плоском пространстве. Но в то же время, например, окажется, что она там захватывает площадь, там переходит сама в себя или там пересекается, там две параллельные линии там вдруг могут пересечься, потому что это как раз напоминает седло, да, в принципе. Вот. То я бы догадался, что мой мир все-таки не стол. Я бы догадался, что мой мир искривлен. Просто так как я двумерный человек, живу на плоскости. То есть для меня это все равно плоскость. Просто она изогнута в трехмерном пространстве. И, соответственно, я бы смог, будучи двумерной бактерией, рассчитать математическую модель вот этого вот стаканчика, на котором я живу. Так и мы, люди, конечно, мы не знаем, на каком стаканчике мы живем. Возможно, это бублик. И, скорее всего, форма называется тор геометрическая. Четырехмерный тор. Мы его даже представить себе не можем. Но, скорее всего, это он. У Артема получается так, что он именно потому, что начал копаться в математике, в моделях он понял, что от взрыва бабах не могло произойти вот все это. Никак. Скорее, я на тот момент я просто понял то, что, скорее всего, что-то такое, что можно назвать Богом, есть. Но я просто еще был агностиком в том плане, что я не считал, что Бог ортодоксальный. Я просто верил, что Создатель есть, и руку Создателя я, конечно, замечал во многих местах. И Максим, как биолог, тоже подтвердит, когда я ему поделился своими мыслями, он тоже сказал то, что да, действительно, там и в биологии очень часто замечается вот то, что, все работает настолько гениально, что, не может все это появиться само собой. Да. Плюс, просто сама по себе вероятность возникновения жизни бесконечно мала. То есть, бесконечно мала. Бесконечно мала – это значит 0. Тут сделаем отступление. Дело в том, что, конечно, поскольку мы жили в одной комнате,
И Я вот думал об этом, как вы это обсуждали. Один одного, второй. постоянно, да, разговаривали, и, грубо говоря, все, что в голове было у одного, тут же заливалось в голову второму. Поэтому, да, это, Классно. скажем, я тоже начал в тот момент задумываться о таких вещах, и тоже начал видеть сверхъестественное что-то в мироздании, если можно так сказать. И как раз тогда началось более углубленное изучение молекулярной биологии. Ну, как сказать, на школьном уровне, конечно, это вообще ничто по сравнению с университетским, но даже тогда я начал задумываться, что все как-то достаточно систематично в мире организовано, и тоже начал видеть вот чью-то руку во всем этом. Вот, и поэтому начался этап, когда мы из атеистов превращаемся в агностиков. Мы уже на этом этапе начали с Максимом как раз-таки увлекаться искусством. Наверное, в гимназии мы с тобой не сильно увлекались. Вот, одновременно в тайне друг от друга начали увлекаться поэзией. Я просто однажды увидел, что у него там 50 вкладок в Гугле всяких стихов. Серебряный век, нам одна эпоха понравилась. И я такой, воу, бро, у меня их 60. И, короче, мы в тот вечер, по-моему, с тобой пошли гулять по Минску, зашли в Светоч и купили, это был еще лицей, у нас даже стипендий не было, вот, только карманные деньги. Поэтому на двоих купили сборничек Маяковского, наш самый первый сборничек поэзии. Вот. И начали тогда увлекаться искусством, философией, Максим историей до кучи. Поэтому все эти мысли мы как бы вот под эту, не то что теория, а под видение, вот, как бы нравилось вот под этой призмой просто смотреть. И так или иначе, вот у меня тогда вот еще с лицейских времен, но, скажем так, активные времена, вот когда у меня была, ну, скажем так, музыкальная группа, да, вот, это, по-моему, 2-й, 3-й курс в основном, да, мы очень долго собирались, просто джемили, что-то импровизировали, а потом, типа, уже вот 2-й, 3-й курс мы уже более конкретно хотели какие-то планы. Мы записали 3 сингла, дали 2 концерта, притом один сингл мне нравится, реально очень хороший. А один из концертов вот был Минск-Гродно, вот в Минске вообще такой классный концерт был. Я даже реально поверил, что у нас будет все круто, но потом по определенным обстоятельствам, к сожалению, которые не зависели от нас, каждый из участников не смог участвовать одновременно, поэтому там даже не было шансов выжить в этой группе. Но нашим лидером, ну, можно сказать, лидером, потому что он был вокалистом, он писал все текста. Фронтмен. Да, фронтмен. Он музыку писал, очень хорошие текста, глубокие. Был такой человек, Павел Шейбак, Пашка, очень хороший человек, вообще невероятной души. Он сын пастора церкви Семьи Божией, которая находится возле сада камней, может, знаете. Валерий Шейбак? Да, Валерий Шейбак, вот он его сын. И мне очень нравилось с ним общаться, потому что он добрый. Я знал, что он верующий, я не знал, что он сын пастора. И так как я увлекался как раз всей этой философией, искусством, мне тогда очень нравился Альбер Камю и его философия абсурдизма. Вот. Как минимум, потому что Камю единственный из этой шайки депрессивных философов, кто хотя бы хорошо умел писать книги. То есть ему было реально интересно читать даже не просто философские эссе там, и так далее, а даже просто художественную литературу. И мне было очень интересно обсуждать с Пашей и философию, и искусство, и так далее. И в какой-то момент мы хотели с ним обсудить еще какую-то тему. Притом я проникался. Вот он мне рассказывал, и я как бы не то, что с ним соглашался, но проникался, мне было очень интересно. И уже на тот момент я понимал прекрасно, что, в общем-то, не все верующие люди, они как бы там либо сектанты, либо что-то. Да, зашоренные. Я понимал, что, наоборот, даже большинство, они вот такие, как Пашка, которые думающие, которые ищущие, вот. Я еще помню, какую терпимость Паша проявлял к нам, потому что мы, когда, в общем-то, представьте, 2 подростка, которые находятся в таком увлекающемся возрасте и очень активно размышляющие. Там всякие размышления были, не все из них, там обсуждалась Библия или вообще там каноничность Библии. И Паша каждый раз, когда ему такие какие-то мысли рассказывались, вроде бы, такие достаточно... а ты что ответишь? Некомфортные, еретические, можно даже их назвать. Он терпимо говорил то, что давай разберемся, вот так-то и так-то, всегда отвечал на наши аргументы. И, да, то есть он достаточно терпимо это делал. То есть, кто-нибудь мог бы сказать просто, да что ты вообще несешь, ты бред какой-то несешь, я вообще с тобой жить не хочу. Я не хочу разговаривать с слепыми людьми, да. Тебе нечего ответить. Да. Нет, он не такой, он наоборот. Чем язвительнее мы пытались его уколоть, тем терпимее он нас слушал и дольше готовил ответ. И однажды была еще одна тема, которую я очень хотел с ним обсудить, с ним очень интересно было общаться, там, по-моему, про какое-то, по-моему, анимационное видео, вот, и, которое прям такое
короче, громкое искусство, вот. И мне было прям интересно, что он на это скажет, потому что он мне и сказал это посмотреть, вот, эту анимацию. И я хотел послушать его, ну, в общем-то, комментарии. И он говорит, типа, приходи к нам на Рождество в церковь. Ну, я подумал, то, что, ну, в целом, почему бы нет, просто интересно посмотреть, вот, мы встретились, он пришел к нему в церковь, для меня тогда все было в новинку, ну, я так смотрел, ну, типа, песни прославления, тоже интересно, ну, много обратил внимания, вот, но Паша в тот день оказался не совсем честным, потому что мы с ним так и не поговорили, он просто перенес встречу на другой день, но в тот день случилось круто, что он сам меня привел, потому что вот его отец, ну, после того, как читал проповедь, он что-то вроде молитвы покаяния предложил всем прочитать, ну и потом сделал важный акцент, я вас всех прошу, хотя бы там шепотом, хотя бы губами, ну, прочитайте каждый из вас, ну, давай, ну, типа, отдельное внимание каждому слову. И я тогда тоже произнес эту молитву, и притом для меня это было такое затяжное, темное время, там, со 2 по 3 курс, вот 2 года, я помню, как во тьме, просто очень много было тогда плохих у меня неприятностей, и в целом, типа, тогда было, ну, много, короче, всего нехорошего. И вот я помню, когда я произнес эту молитву, про то, что Иисус, я прошу, ну, типа, приглашаю тебя в свое сердце, войди в мою жизнь, там, вот такие вот вещи говорились в молитве. Я помню, впервые за долгое время я просто почувствовал, как в сердце какой-то лед тает. Вот. Но сразу скажу, что на тот момент мне этого не хватило. Я подумал, про это надо будет поразмышлять на досуге, возможно, даже рассказать Паше. Но, ну, короче, интересный случай. Вот. Однако через некоторое время, по-моему, через 3 дня ровно, это тоже символично, ровно через 3 дня после этого у меня была ситуация очень сложная. Я долго не буду ее описывать, она была связана там... Ну, долго не буду описывать, если вкратце скажу, что помочь могло буквально только чудо. Вот, только чудо могло помочь. И я понимал то, что все уже, скорее всего, это безвыходная ситуация, нужно уже мириться с очень тяжелыми последствиями. Я не знал, что делать, и тогда ну, думаю то, что, ну, вспоминая, как Паша меня пригласил на Рождество, что там произошло, думаю, помолюсь. Ну, если Бога нет, или если он не ортодоксальный, то, ну, не таким, каким его представляет Библия, то тогда ничего в моей жизни не поменяется. Я просто потрачу там 5 минут, ну и что? Какая разница? Я и так никак не могу на ситуацию повлиять. А если же Бог, он именно такой, каким про него говорят, слышащий, любящий, отвечающий, то тогда моя жизнь поменяется на 180 градусов. Вот. И действительно помолился, на следующий день произошло вот это вот чудо. Я просто ходил как опешенный, и пишу Паше, надо встретиться как можно скорее. Встретились там, по-моему, на следующий же день. Вот, я его завожу в кофейню, и так я еще стеснялся говорить про, ну, то, что я верующий, потому что я же вроде был таким социальным человеком. И я вот так наклоняюсь к нему и говорю: Паша, так что, это правда, что ли? Вот буквально так. А он такой: да, и теперь ты сын Божий. Вот как-то так. Вот, мы с ним пообщались после этого. Ну, в общем-то, моя концепция, она до конца сложилась. То, что, ну, я, опять же, уже давно шел к тому, что, ну, именно с научной точки зрения вообще агностицизм — это самая правильная точка зрения. И вот, мне кажется, вот единственное, что мне не хватало, чтобы стать верующим, это какое-то свидетельство, когда я прям увидел, что Бог может действовать. И после этого я еще тогда работал, ну, вот, утром, в воскресенье, вот, я преподавал онлайн Unreal Engine, и поэтому, в общем-то, мне Паша предложил ходить в вечернюю церковь 180, но, честно, мне вот эта церковь очень нравится, я в ней нашел людей, которые помогают мне до сих пор во многом, особенно пастор, вот, даже если он как-то узнает про какие-то проблемы сам, то все равно он никогда там не осудит, он всегда, наоборот, придет, поможет, направит как-то, и многие другие люди, которые на меня повлияли очень хорошо. И, конечно, вот первое, так я к Богу пришел не через какое-то теплое, там, как у многих бывает, в сердце почувствовали любовь, я к Богу пришел именно головой, то первое время мне в церкви было очень некомфортно, потому что я не знал Бога, но я понимал, что Он есть, и понимал, что в церковь ходить надо читать Слово, надо молиться, но я не умел, потому что я еще не чувствовал, я не знал Бога. Вот. И как раз-таки очень многие люди в церкви мне помогли, да и сам я на самом деле просто искал его духовно, читал не только Библию, но и многие другие
книги на эту тему, общался с Пашей, вот, много свидетельств получил, когда вот именно искал Бога. И вот в какой-то момент я реально, особенно помню тот период, когда я прям просыпаюсь и понимаю, что Бог, вот Он рядом, Он здесь, Он действует прямо сейчас, возможно, прямо сейчас в моей комнате, и так и есть, и прямо сейчас в моем сердце. И, конечно, тогда уже ты понимаешь то, что, когда ты уже можешь общаться с Богом вот так вот, и Он тебе вот так вот просто отвечает, ты понимаешь то, что Он 100% Он любящий, и Он 100% хочет тебе всего самого лучшего. Вот так вот я стал верующим. И вот говоря про Максима, то, что он говорит, что я его привел, как только я стал верующим, понятно, мы уже тогда жили не в одной комнате, но все равно часто по вечерам общались вместе, и я тогда к нему подхожу и говорю: знаешь, Максим, я теперь, наверное, верующий. Вот так вот говорю, как будто признаюсь в чем-то плохом. Но опять же, это же нам было в тот момент очень некомфортно, потому что мы наоборот были. Очень ново. Да, очень ново было, и непривычно даже. И поделился своими мыслями, Максим это нормально принял, но сказал, что, я все-таки пока что, наверное, агностик. Но потом он сам видел, пока я искал Бога, пока я духовно рос, Мне кажется, это больше уже моя история. Хорошо, давай. Давай, Дальше говорим Максим. Да. Да, как Артем сказал, мы уже на этот момент жили в разных комнатах, но он ходил в церковь, он получал свидетельства, он делился мне с ними. И я, тогда еще не стал окончательно верующим, во всяком случае христианином, но я стал очень, скажем, толерантен к христианству и к христианским церквям, к верующим христианам. Я стал абсолютно понимать, что их убеждает, как они думают, что они ценят. И, например, я начал замечать уже, так получилось просто, что еще в тот момент жизнь меня окружила большим количеством атеистов, которые были не против подискутировать. И я начал замечать, что я сразу слышу: так, ты атеист, и сразу принимаю противоположную сторону. Причем я не был верующим, но сразу принимал противоположную сторону, приводил доказательства, которые приводил Артем, и сам начал понимать, у меня тогда было именно принятие, именно толерантность церкви, то есть и учения, и всякое сопротивление к чему-то такому у меня убиралось полностью. Но не хватало самого учения. И так получилось. В целом, для нашей семьи протестантская церковь, как я говорил, у нас уже родственники, все родственники были православными. И протестанство в целом, особенно такое современное что-то, это было в новинку. И меня родители говорили, они в целом доверяли, конечно, Артему и куда он ходит, но говорили: Максим, ты как-нибудь сходи, посмотри, что там вообще происходит. Там не секта или... Да, можно ли туда ходить, там здоровая ли обстановка. Я все как-то откладывал. А потом мы решили с девушкой сходить, Алина, ее все знают, сходить в церковь и просто посмотреть, что там. Потому что Артем рассказал, как там классно, как там много хороших людей. Артем показывал фотографии. Я бы даже больше добавил, я удивлен, почему ты про это не сказал, может, ты забыл, то, что пока я как раз-таки искал Бога, рос духовно, у меня и мысли менялись, я по-другому начинал рассуждать, отвечал на всякие вопросы, которые Матвей не задавал. Хорошо, что ты скажешь? Это и тоже, конечно, мне до Паши Шейбака еще далеко, но понемногу превращался в него. Но самое главное, что в моей жизни в целом начались изменения, потому что она просто из какой-то темной неразберихи превратилась, реально в адекватную, светлую жизнь человека, который мечтает, верит в будущее, который способен на многое. И мне кажется, тоже ты заметил эти изменения. Конечно, странно говорить от меня такие слова, но просто это важный, мне кажется, этап. Да, и я видел, что на Артема это хорошо влияет. А потом мы пришли в церковь. Первый раз я просто пришел на обычную службу. Просто посидели там. Все очень приветливо к нам относились. Вау, ты так похож на Артема. Очень приветливо относились к Алине тоже. Причем тогда у нее был достаточно тяжелый, тоже непростой момент. И, скажем, ей и с людьми незнакомыми, не было навыка общаться. А в церкви так сразу к ней все предрасположены были, все открывали ее. И на Артема как все хорошо повлияло. Да, для особо внимательных, кто заметил, у нас была небольшая пауза и появились конфеты. На чем я остановился? То есть мы приходим... Это был у нас уже какой раз? 3-й или 4-й, как мы приходим в церковь с Алиной. И это было Пасха. Это было там... Как этот адрес называется? Догма. Да, в Догме это было. Мы приходим, там Артем играл. Иуда ты играл, да? На гитаре я играл. Нет, а в сценке ты кого-то играл? С кого-то играл, да. Да.
Вот. Да. Да, играл? Да, играл. Да, вот. То есть там и Артем выступал, и большая была организация, и много вот друзей, про которых Артем много рассказывал. Я их видел, они познакомились, тоже все были приветливы. И тогда произошла молитва покаяния, я покаялся, и Алина тоже, но она постеснялась выйти. Если вы помните, там только я вышел. А Алина тоже, она просто постеснялась. Она потом подошла к Андрею лично. Вот. Ну и с того момента началось наше обучение на основах веры, которое тоже для нас много принесло. Вот. Вот такой путь мы проделали. И я что хочу отметить, что я испытывал огромную благодарность к Богу и к церкви вот за ту работу, которую он проделал в Артеме, в Алине, как он их изменил, потому что Алина тоже была, как я говорил, не в простом периоде. И буквально первое посещение не очень, но там буквально на первых посещениях уже началась быть видна работа Бога в ней, в ее жизни. И я был бесконечно благодарен, мне хотелось как-то ответить на это, поэтому вот решил пойти в команду комфорта служить там, чем полезен, кто на что учился, как я говорю. Артем учился играть на гитаре, он играет на гитаре. Я не учился, поэтому ношу стулья. Вот. А еще интересно, часто же люди останавливаются на том, что все хорошо, я верю в Бога, и мне для этого не нужно ходить в церковь. Я могу сам читать Библию, молиться, зачем церковь? И просто говорят, что я верю в Бога, у меня есть свои личные отношения с Богом, но в церковь я не хожу. И у них есть такая позиция, что не обязательно ходить в церковь. Но вот у Артема прозвучало, что надо же в церковь, все. Откуда вот это было понятие, что нужно ходить в церковь, и еще, что вообще это дает? Вообще, начну сначала, почему я решил ходить в церковь. Тут можно догадаться, почему. Потому что Паша, который меня, в общем-то, в этом плане первое время вел, он и говорит, что так, давай теперь подумаем, в церковь ходить будешь. А я в то время, опять же, как я успел сказать, вообще стеснялся всей этой истории, поэтому такой... Слушай, я помню, у вас там по утрам служение. Вот дела, у меня утром ученик, поэтому, знаешь, как-нибудь потом. Он такой, дружище, есть вечерняя церковь, как раз возле репетиционной точки, в которой мы часто репетировали. Вот, это же тогда в лофте было. Вот, я в первый раз пришел со своим другим другом, он православный был, да, ему тоже было прикольно. Вот, и как-то, в целом, на самом деле, первые 2 раза я ходил так больше, потому что вот Паша сказал, что надо, хорошо, надо так надо, потому что, опять же, важно понимать, что я тогда в целом был в таком состоянии шока, в том плане, что мне пришлось очень много вещей переосмысливать, и я даже не успевал, думать, размышлять, зачем надо в церковь ходить, зачем нужно слово читать. Просто я понял то, что, Паша прав, и все это правда. И Паша доверился. Да, доверился в этом плане. Да, доверился. Нужно, хорошее слово в данном контексте, доверился. Вот, и поэтому, в общем-то, и пошел в церковь. А потом уже, что это дает? Это, во-первых, дает, в первую очередь, конечно, это комьюнити. Это люди, с которыми можно общаться, оставаться в единстве, в вере, потому что все мы сейчас ходим на свои работы, там, университеты, что еще, там, шахматный клуб, что угодно может быть. И там, конечно, такие разговоры обычно не ведутся, хотя если есть такие люди, это, конечно, прекрасно. И вот церковь – это, в первую очередь, вот такая вот, как вторая семья, в которой всегда можно обсудить какие-то откровения, слово, поделиться мыслями, потому что все мы ищем Бога и, конечно, любим Его и приближаемся к Нему. Второе – это, конечно, это уже молитвенная составляющая, то, что есть пастор, есть Евхаристия, есть всякие такие вещи. Можно у пастора, опять же, попросить и какого-то духовного наставничества. И молитвы можно попросить, чтобы за тебя помолился. И, конечно, пасторы и вообще некоторые люди обладают невероятной просто силой молитвы, потому что находятся в этом, просто всю жизнь, и настолько сильный дух у них, что, конечно, это тоже помогает. Вот, для меня таким, наверное, основные преимущества, что это вот как, да.
Для меня ходить в церковь... Я понимаю, что есть люди, для которых, может быть, не просто ходить в церковь там каждую неделю, может, там у них социальная батарейка быстрее разряжается и медленнее заряжается. Главное, чтобы ходить в церковь, это было искренне. Потому что, как говорит наш пастор, церкви, вот на этих воскресенских собраниях, там просто... Это непосредственная встреча с Богом. Вот там очень много людей, которые ждут Его, и там приходит Бог, Он действительно ходит среди нас, Он приготовил духовную пищу для нас. То есть это очень важная встреча, и именно с такой точки зрения веры для меня. Ну и для меня еще ходить в церковь – это большая важная часть служения. Служить можно не только, конечно, непосредственно в церкви, можно заниматься медиа, и там всю неделю готовить материал, снимать, да, как вот наши замечательные ведущие. Можно, например, как Света Грель, заниматься социальным служением. Но и для меня, я нашел для себя вот такой способ служить, и это тоже для меня, мне кажется, очень важно. Не просто ходить в церковь, а еще и что-то давать, служить как-то. Вот. И для меня ходить в церковь – это еще очень важная возможность так вот, может, не только благодарить, но и Бога и церковь за их работу в моей жизни и в жизни других мне людей, но и служение очень многому учит, и служение очень многое дает, служение учит смирению, служение учит трудолюбию, участию. То есть, скажем, от служения, то, что я служу церкви и Богу, не только церковь выигрыша, я тоже много от этого получаю. И я смотрю на вас, и такие одинаковые, такие разные. Угу. Прям чувствую разницу. И мне хочу вернуться чуть-чуть в прошлое о родителях. Угу, да? То есть вы два вместе, парни вместе родились. Там одному надо давать молоко, и второму, да. И мы когда с женой разговариваем, мы часами с ней разговариваем на разные темы, и много из них посвящено было прошлому, как мы росли, мы с ней знакомились, рассказывали о своем детстве, об временах учебы и прочее все. И родители занимали немалое место. Например, я могу о себе сказать, что меня очень сильно любили родители, да, и, соответственно, и у жены тоже. Но я имею в виду, что я со своей стороны дал в двух словах, что мама всегда гордилась мной, говорила: Виталик, ты перед всеми там соседками, родственниками, у нее там много, наверное, 9 еще братьев, сестер, и она говорила: мой Виталик самый лучший, там, стенгазету в школу нарисовать мне помогала, там, еще что-то. А потом, помню, учился на баяне, играть в оркестре, Солигорск там надо ездить, что-то такое. Она мне все организовывала. Я родился недалеко от Солигорска, километров 30, в деревне Дубица. Есть такая прям из 100 домов поселок, где все практически христиане, представляете? Такая маленькая деревенька. И даже там рядом маяк, помню, уже его разрушили, я знаю. Когда залазишь на него, даже поселка не видно самого. То есть Дубица реально Дубица. Но я просто не об этом, а о вашем детстве, какие вы сейчас. Я как сам родитель, у нас на двоих сейчас 4 детей, и мы тут прекрасно понимаем, что значит вклад родителей в то, какие дети. И, соответственно, общаясь с вами, я понимаю, что то, какие вы сейчас, в этом огромная доля родителей, но как они делили вас между собой и прочее. Хотелось бы об этом немножко. Во-первых, по-моему, да, было такое, что я был в детстве немножко это как вообще началось? Я был в детстве немножко легче, чуть-чуть. И поэтому меня носила, на плечах мама. А папа как более сильно носил Артема. Бывает, да, прикиньте. И казалось бы, такая разница, да, там... Это совсем малый возраст. Да, это совсем малый возраст. Меньше собаки выглядит. Да, и небольшая совсем разница в весе, но уже так получилось, и уже я себя воспринял как мамин сыночек, а Артем себя как папин сыночек. И уже в целом у нас в раннем возрасте социализация была почти одинаковая, то есть мы ориентировались, скажем, у нас старший брат был в основном авторитетом, ценностей, на какие ориентироваться. Он, например, любил каких-нибудь рыцарей. Да, и мы. И мы прям следом он там надел. Что он искал? Ребята, это круто. И мы такие: теперь круто. Да. У нас социализация на самом деле была одинаковая, но уже тогда начались такие небольшие расхождения. Потом так получилось, что я начал читать книжки про животных, а Артем их не читал. Там про кошку черную, помнишь, ты не читал эти книжки? Это я их носил в обнимку. Не помню, значит, не читал. Да, для меня это было важно. И в результате бабушка... и в целом родители к нам одинаково относились, но бабушка мне подарила книжку по биологии, такую цветастую для детей. И я тогда решил, что хочу быть биологом. И тогда тоже было еще одно, так сказать, небольшое расхождение.
А я в то время еще, на самом деле, с самых ранних классов, у меня отец ученый, ну, у меня и мама тоже ученый, родители в целом ученые, вот, но отец ученый, и он, ну, очень крутой ученый, без преувеличения. Он один из, мне кажется, самых первых и крутых ученых, которые занимались анализом, обработкой изображений, еще до, там, нейронных сетей, ездил там по всей Европе, а уже, ну, сейчас в Китай там часто ездит, вот. Он доктор технических наук, притом один из самых молодых докторов технических наук. И как бы, на самом деле, он программист. Но я в детстве... Ничего себе, что я сейчас узнаю. Но я в детстве думал, что он математик. Ну, как бы он программист-математик. Вот. А я думал, что он чисто математик. И поэтому я прям с детства такой, блин, у меня, типа, папа математик, я тоже, значит, буду. Я напомню, он папенькин сыночек был тогда, потому что он немножечко был тяжелее. Ну, очень интересно. Да. То есть бабушка вклад внесла, Да. мама, папа. Вот, казалось бы, разница в весе, там еще что-то. Случайности, да, какие-то. А вот вообще, на самом деле, я просто напомню, с биологической точки зрения у нас абсолютно одинаковый генотип. Гены у нас полностью одинаковые. То есть, вся различия, которые мы получаем, это фенотипическая изменчивость. То есть, вот в процессе жизни. Вот это интересный очень материал для наблюдения. Да. Как и любые однояйцевые близнецы, это безграничное поле для наблюдения. Ну, на самом деле, стоит тоже сказать, что мы были вообще неотличимы до 8 класса. Нас даже одинаково одевали. Потому что, вот представьте, вы родители двух близнецов. Вы ищете что-то, что налезет на одного. На одного налезло, значит, на второго налезет. Все, покупайте одинаковые два свитера, например. Я хотела как раз спросить, было ли такое? Было, Мне конечно. кажется, многих близнецов это раздражает. Ну, нет. У меня была классная история, когда я себя перепутал с Максимом. Себя? Как это? Это было в обувном магазине в ГУМе, вот в этом обувном отделе. И там есть такое зеркало, которое оформлено под проход, обложено там камнями большое. И я думаю, там пока что-то примеряю там Максиму, я был совсем мелкий, наверное, лет 12, типа такого, или 10 даже. И я думаю, ну, пойду посмотрю там в другой зал, может, там, не знаю, там сапоги со шпорами, как у ковбоев, да. Иду и вижу, Максим мне навстречу идет, вот. И, ну, только в тот момент, когда я уклонился, чтобы его пропустить, я реально понял, что это зеркало, и сам был в шоке. Вот эта история. Ну, мы вообще были настолько похожи. Вот в 9 классе вот я начал ходить на вечерний лицей, чтобы подготовиться к математике, к целому поступлению в лицей. Вот. И тогда у нас впервые появились разные круги общения. А Максим на биологию начал ходить. Вот. И потом уже мы учились в разных классах, потом вообще в разных университетах, и вот потом уже стали появляться отличия, а так мы реально были, ну, невероятно похожи. Ну, я не знаю, как Артем, например, но лично я в детстве, по крайней мере, был очень страшно зависим от социального мнения, и, соответственно, очень хотел соответствовать вот тому, что модно. И поскольку мы с Артемом были немножко в разных кругах общения, то я хотел соответствовать тому, что актуально, скажем, менее стигматизированным словом, потому что актуально в моем кругу общения. Ну, то есть, например, вот в моем кругу общения такая литература важна, вот я вот такую литературу буду читать. А Артему немножко там другой, например. Ну, и у меня, да, я был биологом, то есть я с 10 класса, получается, в женском коллективе. Наверное, ну, не знаю, это тоже сыграло какую-то фишку, точку, да, сподвижения. У меня, наоборот, математический класс, математический университет. В основном мужчины были. В основном мужчины, да, ну, парни. А у меня биологический факультет, ну, у меня в классе было там со мной 5 мальчиков, считая меня. Дальше в университете 4. И сейчас вот в нашей группе в университете, я до сих пор учусь, я пятикурсник, 3 парня у нас в группе, считая меня. А остальное все девушки. Наверняка это тоже какое-то сложило. В конце концов, мужчины и женщины проходят же разную гендерную социализацию. Вот наверняка какую-то эту разницу внесло. Скажем, люди, которые нас видят впервые, они думают, что мы очень похожи, потому что не могут нас различить. Потом, когда люди с нами общаются на средних этапах, они такие: вау, вы такие разные. Но и мне кажется, что мы во многом похожи, как ты считаешь? То есть у нас есть общие увлечения, общие моральные качества. Вот мы в церковь ходим. Вот. Общие какие-то тезисы, на которых мы ориентируемся. Абсолютно разные, и все равно выбрали
вот одно какое-то направление. Ну, Да. либо, например, один пойти там католиком стать, второй православным. Ну да, православный вообще звучало бы логичнее, учитывая, что у нас как бы семья православная. Интересно, кстати, как они относятся к тому, что вы ходите не в православную церковь? Ну, как я и говорил, мама с папой сначала, в целом, они доверяли Артему, и Артем, ну, видели, что это положительно меняется в Артеме, ну, в Артеме на жизнь положительную сторону меняется, но, как говорю, я же пошел в церковь впервые, посланным проверить, не секта ли там. Вот, посмотреть как бы. Ну, то есть, потому что, понятное дело, что это все новое, и в целом, ладно, если бы это была бы какая-то там официальная, ну, то есть, большая православная Это церковь. официальная. Нет, ну, официальная, ну, это какая-то маленькая, молодая церковь. Скажем, ну, есть действительно церкви, которые называются православными, и которые в результате оказываются не самыми здоровыми обществами. Бывают и такое. Поэтому, ну, тут нельзя полностью, ну, вообще в целом как-то обвинять наших родителей в недоверии, но да, было некоторое опасение, что вообще куда ходит Артем, там, что это за такое новомодное... Это нормально, конечно. Да. И классно, что, получается, все равно у вас такие отношения, что они доверяют. И вот еще проверили, да, как Ну да. послали тебя, чтобы убедиться, но потом не было таких разговоров, да, что это что-то неправильно. Они спокойно приняли ваш выбор. Ну, я не знаю почему, но так получилось, как будто бы, что родители считают меня менее таким мятежным, и как будто вызываю ее больше доверия. Ну, это как я сказал, как я пришел, сказал, что все, я проверил, все отлично, все, вопросы все отпали. Инспекция Это здорово. Да. Они полностью приняли ваш выбор. Да. Ну, нет, точно. Вот когда я сходил, и когда мы оба уже в один голос сказали, что все отлично, там абсолютно здоровое сообщество, да, никаких сомнений больше не было. Я, кстати, у меня же, вот, ну, мама у меня протестантка, я была тоже думала, какая вероятность, если бы, ну, что я бы сама выбрала это, будучи я там православной или католиком, что, ну, возможно, нет, я бы просто не знала бы, либо бы у меня было бы много каких-то просто предубеждений против этого, потому что тоже о протестанстве можно из американских фильмов, там, где вот госпел, аллилуйя, там что-то такое, иногда кажется, что что-то странное. И, скажем, некоторые особо консервативные, скажем, католики или православные, они достаточно, ну, не всегда хорошо относятся к протестанству, но... Это нам повезло, это не наш случай. И я знаю, что, скажем, православие тоже, оно старается быть современным. У меня есть друзья, которые абсолютно из атеистических семей пришли в православие. Ну и главное, что они с Богом вместе, да. У меня раньше самой тоже были какие-то предубеждения против других церквей там как-то. А сейчас я все больше и больше, у меня такое какое-то принятие наступает. И я вижу, когда у нас есть друзья-католики, просто замечательные люди, которые очень глубокие в изучении Библии и вообще так погружаются в богопознание и удивляют, и православные, есть очень искренние верующие. Мне очень нравится, я на Ютубе периодически смотрю Павла Островского, священник православный. Я тоже там в ТикТоке, не помню на кого, но в ТикТоке подписан на некоторых православных священников, которые, мне очень нравятся их рилсы, их размышления. То есть, скажем, все церкви, которые Христа, они все хороши. Мне очень нравится Иоанн Лествичник, ну, с его лествицей известный, конечно. И еще есть прекрасная, полная мудрости, хоть и достаточно, Александр Шмеман, тоже православный батюшка, он уже в старости писал, ну, там такие немножко консервативные записи, но очень мудрые дневники. Особенно размышления там про эсхатологию, про традиции, это все там. Короче, я тоже в этом плане близок к вашим размышлениям. Да, все больше как бы с возрастом, когда в зрелости уже понимание у меня тоже сейчас, что как у родителей, дети разные, но родители одни. То же самое, если человек настроен искать вот Бога, искренне любить Его, и Христа принимает, то каждый уже для себя выбирает свой путь. Конечно. Хорошо быть христианином, самое главное. Да, так мы хотим призвать и наших зрителей, кто смотрит нас на канале, чтобы люди искали Бога, в первую очередь искали Бога. Ну, где возможно. Это уже дальше у меня есть некоторые как бы свидетельства из жизни, когда человек пришел в одну церковь, он понимает, нет, он что-то ищет, да, пока он в итоге не найдет. Я, например, уверен, что если бы я родился в любой другой, мои родители были в другой церкви, я все равно пришел бы в протестантизм, допустим, да, вот. Я прям уверен, потому что, у меня есть еще богословское образование, да, и когда я смотрю даже технически на прошлое, мне больше привлекает. Тем не менее, у каждого, да, как вот Настенька сказала, что есть, как разные дети, так и здесь, каждый идет своим путем.
Да, и тут это зависит еще от того, кто... Ну, вот, например, я думаю, если бы я попал... Тоже, если бы попал в хорошее сообщество, ну, даже православное, я был бы там, прижился. Но вот, например, мой знакомый, один мой друг, который ходит в православную церковь, он был в атеистической семье, он говорит, что... Или это не он, кто-то другой. Вот кто-то из моих знакомых, кто православный, они говорят, что в целом они не видят проблемы в других конфессиях. Но, например, для них протестантизм, выглядит немножко несерьезным. И причем он не сомневается в нашей серьезности веры. Он знает, что мы точно так же серьезно относимся к Богу, к Христу. Просто именно сами, грубо говоря, собрания. Вот ему важно, чтобы был такой серьезный тон, как православие. Ну, и если ему так комфортнее, то... У нас там ковер, микрофон. Да, у нас там ковер, лампа, да. Лаунж. Там в лофте у нас вообще прям кофейня была там. Да, сейчас, кстати, некоторые православные монастыри... У них это у нас надо стоять, ровненько. Вот. Ну да, и кому-то просто это важно, проявить такое смирение, чтобы ровно стоять, чтобы не сидеть. Кому-то, если ему это важно, то, конечно, важно, чтобы ему было комфортно, чтобы... Кстати, да, наверное, мы оставим под видео ссылочку на шоу, которое, подкаст, да, у нас был Питайкиных, да, и на Карашвили, как раз и из церкви, где вот это как все происходит, такой формат. Прям для кого-то интересно, что в церкви можно такое. Да. Конечно, странно, может, даже подумают, но для нас это шикарный формат, это прям классно. Да. И сейчас в целом как будто бы... да. Конечно, вот то, что Виталик сказал, очень многие, на самом деле, люди, которые никогда не знают, что такое церковь, даже не подозревают, что служение Богу может приходить в радости. А ведь, это одна из таких штук, которые выгодно отличают как раз... я вообще не люблю разговор про конфессии, опять же, как мы уже успели определиться, самое главное быть христианином, и я абсолютно полностью это поддерживаю. Но почему я выбрал именно протестантизм? Хотя, опять же, православие тоже манит именно своей вот этой эсхатологией, уважением к канонам и традициям. Но вот именно у протестантов есть такое, что надо радоваться. И радоваться не потому, что радуйся. Типа шаленая радость это вот, да? А радоваться, потому что Иисус уже нас спас, и Господь сам хочет, чтобы мы радовались, чтобы мы, принимая вот эту жертву Христа, не самобичеванием занимались, не посыпали голову пеплом, а чтобы мы принимали его жертву и жили полноценно, распространяя вот эту благую радостную весть. Потому что очень многие, на самом деле, люди, которые никогда не ходили в протестантские церкви, даже не знают, что песни есть не только скорбящие, есть песни, когда мы воздаем радость и хвалу Богу, когда там достаточно ритмичные, веселые песни, что после служения спокойно можно попить кофе там с однодумцами, с ровесниками, которые там в нас в церкви вообще, честно говоря, столько разных людей, художники, режиссеры, архитекторы, кого только нету. Поэтому действительно... это классно. Мы с женой недавно как раз обсуждали, ведь в церкви собраны самые продвинутые люди. Давайте возьмем любого из нашей церкви, практически любого. И я даже с сыном старшим недавно общался на эту тему. Говорю, слушай, ты же реально понимаешь, что церкви все реально самые продвинутые? А нет, это было с младшим. То есть люди, которые не ходят, куда пойти человеку, который не ходит в церковь? Возьмем там 20 лет, 25, там 30, да, такой, только поженились парочка или что. Это может поход в ресторан, какая-то гулянка, еще что-то, тусовка. Опять быт, работа, такое все. Здесь у нас множество коммуникаций, когда мы вместе в воскресенье, практически каждое. И мне кажется, что для той молодежи, которой интересно развиваться, интересно посмотреть, а что же другие думают не зашорено, а прям по-взрослому. И у меня еще один вопрос, я уже заканчиваю, Настюша, тебе передам. Насчет родителей. Как, если бы вы сейчас пригласили в церковь? Мама, она испытывает интерес, потому что, конечно, то, что мы рассказываем, и то, что она видит, какая работа в нас проделывается, она очень это ценит, она не может этого не замечать, и ей в целом нравится. Мы рассказываем, там Андрей такой классный, она такая, да, вау, Андрей классный. Рассказываем, там Сережка такой классный, да, вау, Сережа классный. Поэтому она заинтересована, она все хочет, просто как-то не доберется. Думаю, на какой-нибудь праздник она обязательно придет. Папа, он такой более просто самодостаточный, как, я думаю, многие мужчины в нашем регионе. Такой, Независимый. Да, поэтому, скажем, ему нравится все как есть, и, для полной жизни ему новый опыт пока что не нужен, скажем так.
Но ты нас познакомишь, вы нас познакомите. Я думаю, обязательно это как-нибудь найдет. Я думаю, они придут оба. Было Я бы думаю, классно познакомиться. я думаю, они оба как-нибудь придут, и, конечно, будет радостно вас всех познакомить. Мне вот еще интересно то, что я заметила в последнее время, такую тенденцию вообще. Вот люди постоянно ищут чего-то нового, какие-то практики, медитации, духовные учения. И Спасибо. я в этом плане говорю, хорошо, когда есть альтернатива, и заявлять об этом, сообщать, что вот есть же тоже такое, типа, какого духа, чтобы это не принесло никакого вреда, когда люди обращаются к каким-то там, не знаю, каким-то ненаучным, скажем, средством помощи, хотя в этом плане и христианство может быть для кого-то таким. Ну, в общем, каждый ищет, вот когда ходят к гадалкам, нумерологам, тарологам и так далее, какие-то, что в целом они как-то ко всему открыты. Я у одной как-то блогерши видела, она какая-то переживала за какую-то задачу, она говорит, я там и к гадалке сходила, и свечку поставила, и все просто типа везде вот. Плюс по этим всяким суевериям, где надо что-то там подсыпать, что-то там красную нить надеть. То есть, ну, просто такой винегрет получается. Без тормозов. Да, просто типа, мне без разницы, что я все там, все перепутаю. Что-то стрельнет, да. Да, что-то стрельнет, что-то на самом деле может быть очень небезопасно. Вот Да, такой подход. конечно. Нужно все-таки исследовать, что мы выбираем. И я всегда стеснялась говорить о том, что вот я христианка, особенно сейчас, когда вот я стала заниматься психологией, и я говорю, я христианский психолог. Что это вообще значит? Безовство. Это значит, типа, я приду на сессию и... Крестом бить. Типа, знаешь, что покажется, да? Вот. А у меня вообще такого абсолютно нету. Я говорю, ну, точно, сессия абсолютно стандартная. Но мне, что и с христианами можно работать, потому что я понимаю их ценности, и какие-то вопросы мне гораздо легче понять, чем светскую. И больше инструментов у тебя. Да, да. В этом плане я считаю, что Библия, она вообще неиссякаемый источник мудрости. Вот. И это, опять же, вот притчи, это тот же мощный инструмент, который можно использовать в работе с людьми. Вот. И когда я говорю сейчас, что христианский психолог, и я встречаю не ту реакцию, которую я там ожидаю, что сейчас меня закидают помидорами. Нет, они такие, да, расскажи, интересно. И меня это очень радует, удивляет. И мне нравится, что у людей есть запрос, есть какой-то духовный поиск, они ищут. И очень большой запрос на вот это саморазвитие, наставничество и так далее. Люди понимают, что в век сейчас вот наших там гаджетов и сплошных мессенджеров, что живое общение, оно очень ценится. И вот лично для меня тоже зачем нужна церковь. Это даже бывает такое настроение, не хочется никуда идти, так за себя даже бывает заставляю. Там приходишь, а в итоге... Получаю. Да, я как-то отвлекаешься, притом плюс общение мне очень много дает. И даже пообщавшись вот в кофейне, там, после служения, ты понимаешь, у тебя уже совсем другое настроение. Ты наполняешься, заряжаешься. И классно просто, когда вот люди приходят к этому, выбирают все-таки... ну вот когда не настолько боятся, вот когда вот я вижу эту открытость и рассказывать об этом, что нормальные люди, которые открыты к дискуссиям, нету навязывания, нету... Вот когда люди готовы услышать твою точку зрения, потому что тоже часто есть такое предубеждение, что я приду в церковь и меня начнут лечить. Знаешь, что это неправильно, начнут тебя переодевать быстро и так далее. Вот я говорю, у вас тоже по вас видно, вы разные, и потом, как выражаете себя, что нет такого там, вот там не надо верхние головные уборы, вот должен быть пиджак, галстучек и только так, что у нас полная свобода в этом плане, комфорт там, и девушки, даже те, которые в прославлении, они там современно одеты, и там нет такого, что платье в пол, косынка, хотя это тоже, говорю, я не осуждаю. Конечно. Если людям комфортнее. Если, нет, не просто комфортно, бывают люди, для которых это важно. Да. Важно. И, конечно, если людям это важно, то важно, чтобы они общались с Богом на том языке, который им понятен.
спросить вот про ограничения. Я когда-то меня очень сильно останавливала тот момент, чтобы прийти в церковь. Мне казалось, что как только я приду, и я лишусь всех радостей простых, житейских, человеческих. Вкусно покушать — это чревоугодничество, это нельзя, это то нельзя. И что вот эти на меня навяжут все ограничения, и моя жизнь будет серой и безрадостной. У вас не было такого? На самом деле, вот мне очень понравилось, как, по-моему, однажды Миша Накарашвили говорил, то, что да, вот мы как бы христиане, поэтому как бы понятно, мы можем все, но нам не все позволительно, и очень многим это не нравится. Типа, о, вот у вас в церкви там куча законов, но какие у меня законы? Ну, это его слова, потому что я не женат. Вот. У меня законы: не изменять жене, не воровать, там, не убивать, ну, типа, очень тяжелые законы, да. Так-то понятно, что вот есть всякие темы, там, которые, ну, понятно, в церкви недопустимы, вот, но, ну, и которые, понятно, остались в прошлой жизни, но по мере избавления от них, наоборот, кажется, что ты становишься свободнее, и жизнь становится светлее. Ну, то есть, реально просто становится легче жить. Ну, приведу большой пример такой, который уже побежденная достаточно история, в том плане, что я до церкви был просто искусным лгуном. Просто искусным лгуном. Я мог обмануть одного человека, а потом еще троих, чтобы этот человек поверил, и там такие сети расплетались. Но на самом деле, и это кажется, то, что вот нельзя обманывать. А как я, например, там типа выкручусь из какой-нибудь ситуации? Но просто, ну типа, но почему-то никто, когда ставит такой выбор, не думает о том, что гораздо проще сказать правду, остаться честным с самим собой, честным в своем сердце и принять последствия такими, какими они будут. Вот. Тем более, если ты неплохой человек, то никто к тебе плохо не будет относиться, да, там где-то прокололся, но бывает. Чем реально там строить целые сети, которые тебя потом грузят, и вы просто не представляете, как на самом деле такие моменты чувствуешь просто вес этого всего, физический вес этих всех сетей, которые ты просто понимаешь, что вот-вот все рухнет, все настолько нестабильно. И это только один пример. На самом деле, чем, ну вот это на самом, вот тоже, вот мы с Максимом оба пришли к мысли еще до того, как стали верующими, притом задолго до того, как стали верующими, что смертные грехи, они на самом деле смертные даже не потому, что там, как мы тогда выражались, что да, что придет Боженька, там скажет, ну ты смотри меня, вот, а потому что смертные грехи, они деструктивны для самой личности. Для души. Да, для души. То есть, например, чем более человек алчный, тем больше у него денег, тем более он алчный. И это все будет бесконечно. Чем больше чревоугодия, тем больше чревоугодия. Любвеобильные люди уже, у них вот эти беспорядочные связи, это уже просто их образ жизни. Но, конечно, самое опасное – это гордость, потому что мало того, что гордость тоже прогрессирует, так гордость – это еще и слепой грех, как писал как раз-таки Александр Шмеман. То есть, гордость – это слепой грех, который ты не видишь. Ты можешь быть бесконечно горд и не знать об этом до конца жизни. Вот. И поэтому, на самом деле, это кажется, то, что вот там церковь не разрешает грешить, и как же жить в нему жизнь без привычных таких вот плотских удовольствий. Но чем я просто за собой, опять же, замечаю, я за остальных говорить не могу, чем меньше такого в моей жизни, тем, как бы, понятно, ближе к Богу, и у меня все становится лучше в жизни, но тем проще я себя чувствую. То есть это не запреты, это освобождение на самом деле. Так, вот и все. Так-то ведь врачи, например, нам тоже много чего запрещают. Что, вот, они да. нас ограничивают, что ли? Да? Конечно. Врачи нам запрещают пить метиловый спирт. Ну, с чего? Попробуйте, вот даже не то, что попробуйте поставить себе какой-нибудь запрет, вот значит я там месяц без коротких видео и фастфуда. Это кажется запреты. Все, как я буду жить без коротких видео и фастфуда? Но через месяц вы себя не узнаете. Это будет совсем другая жизнь. И вы увидите... То же самое, да, и это то же самое с запретами именно церковными, которые ставят. И если вот выполняете запреты, то вы увидите меньше разницы. Ну, то есть, скажем, сначала церковь мне запрещает там пить алкоголь, да, вот. И сначала вы скажете, блин, вот как тогда тусоваться, как тогда вот это делать? И если постараться как можно дольше следовать этому запрету, то будет все яснее и яснее видно, что не такая большая разница между запретом, например, этим, между запретом, там, например, ну, вот какие-то грехи делать и запретом, ну, там, дышать выхлопными газами, вот присасываться к трубе и дышать выхлопными газами. Грубо говоря, все меньше и меньше границы становятся между этими запретами, они все становятся примерно про одно и то же. Ну и плюс тоже, вот говоря про эту тему, ну, то, что я так понимаю, этот вопрос, он скорее для людей, которые еще не знают, что такое церковь. У многих людей, ну, вот в дополнение Максима словам, даже нет понятия, что как бы веселиться, оказывается, можно и без алкоголя. Вот. Ну, как бы понятно, что первое время это очень тяжелая борьба затянутая, но чем ближе к финалу, тем ближе к
освобождение. Да, сначала просто я говорю, вот именно мне понравилась моя аналогия, которую сказал, потому что сначала, и правда, кажется... нравится? Да, мне нравится эта аналогия. Быть умником. Да, потому что действительно сначала кажется, что вот как это может быть запрещать? Ну вот даже если там я не особо грешу, но мне хочется, чтобы у меня была возможность при желании там поесть там чего-нибудь вредненького или там беспорядочно заниматься... Есть чего-нибудь вредненького. Там беспорядочно там заниматься всякими связями и так далее, там, может ширнуться чем-то. И вот казалось бы, что вот для них это, нет, не для них, но это изначально, пока мы не избавимся от этого, это выйдет как какое-то качество жизни. А на самом деле, действительно, когда этого убираешь из своей жизни, то видно, что это только вредит качеству жизни. Жизнь становится менее качественной, менее наполненной, более какой-то пустой, скоротечной, переключаемой. И действительно все меньше и меньше становится граница между запретом чего-то действительно вредного, что казалось бы для нас вредно, это становится тем же самым. Вот тем же самым. Ну, то есть, почему это запрещают? Не потому, что там церковь такая, потому что придет там батюшка и книжкой стукнет по лбу, а потому что мне от этого, у меня будет жизнь менее качественная. Мне вот нравится этим, что как раз вот, что воспитывает зрелость, такую личную ответственность, что нету такого, потому что есть даже люди в церкви, которые что-то там делают втихаря. И боятся, что там придет пастор и скажет, знаешь, тебе нужно идти на покаяние, что по сути, как бы, да, за тебя переживают, но тебе никто там ничего не запрещает. Это твоя личная ответственность, будешь ты это делать или не будешь. И ты только сам за себя отвечаешь перед собой и перед Богом. Угу. И что даже там бояться какого-то... Это, опять же, какая-то такая детская позиция, как будто бы это вот взрослый служитель, я как ребенок буду от него скрывать, там фантики прятать за спиной, как в детстве. Что оно как раз нас побуждает к искренности, открытости, и то, что просто большей честности перед собой. Потому что если я буду там как бы делать вид, кого-то строить из себя, а жить двойной жизнью, то нужно бояться не того, что кто-то мне сделает замечание, а того, чего я добиваюсь. Да. Это интересно свои мотивы. Андрей в любом случае не стукнет книжкой по лбу. Там прячь, не прячь фантики. Не будет такого, что кто-то придет и в угол поставит. Мне нравится, как кто-то сказал о церкви, да, 180, что церковь принятия. И у меня это, у нас с женой это постоянно вот есть внутри, да, что церковь принятия, что люди приходят абсолютно разные возрасты, поколения разное настроение, разный прошлый опыт какой-то. Многие уже были в разных церквях до этого, да, и мы находим вот свою гавань или свой оазис, да, где мы понимаем, а мы тут вот какие есть, нас принимают. Как бы у Бога ведь было принятие. Я вообще смотрю, если взять Новый Завет и Ветхий, я возьму часть из Нового Завета, кого Иисус взял и написал в первых строчках везде? Женщин. Первая проповедница в Самарии – женщина. Первая женщина, кто увидел, что он воскрес, я рассказала, женщина. Причем прошлое у нее такое... и так далее, да, то есть Бог взял, Иисус взял на тот момент и перевернул прям, да, Он показал, насколько обыденно или незначимо по их меркам может оказывать влияние. Поэтому классно, мне бы, цель вообще нашего подкаста это была, да, показать людям, немножко церковь с другой стороны. То есть не обложку, там, не крестик, просто там где-то там наверху или там на стенке, а изнутри какие там люди, что за душой, как бы, да. Мне нравится, что вот это у нас тоже говорят часто, что церковь это не здание, церковь это люди. Да. Каждый. Вот приехали же недавно, казалось бы, скучали по лофту, а на самом деле все тоже. Да, что вот как раз знакомиться вот с такими людьми и понимать это. Хотя вот даже по поводу... Вот у меня тоже, как бы такое сложное прошлое. И когда-то вот я тоже думала, что там ограничения. Потом было, когда я только покаялась. Думаю, я просто, в чем заключается? Я не буду курить, не буду пить, буду вести здоровый образ жизни. И я начала ходить в тренажерный зал и думаю, а чем я отличаюсь тогда только от этих? Они тоже не курят, не пьют, у них жизнь полна ограничений, еще похлеще, чем у других людей. Но они же, то есть, они для тела это делают. И для меня это было тоже вызов. А чем тогда мое, вот, грубо говоря, вероисповедание чем-то
чем отличается просто отхождение, вот какого-то, просто придерживание здорового образа жизни, что это гораздо больше, чем здоровый образ жизни, а это вот как забота о душе, о своем ментальном, психическом состоянии. И я вот про ложь, мне нравится это чувство, и я ценю его до сих пор, когда тоже, вот когда живешь во лжи, что ты скрываешь, всегда ты живешь в страхе. Вот не зря говорят, на воре и шапка горит. Вот как будто бы ты боишься каждый момент, что твоя ложь, она будет разоблачена, и ты в этом страхе живешь. Но вот тоже, что побуждает человека освободиться от лжи. И вот интересно, что затрагиваются эти ценности. И когда-то я тоже поняла, что мне это надоело, что меня это давит грузом, и тоже приняла решение просто жить по-другому, быть честной. Вот путь правды, я его так для себя называю, и такое другое ощущение, когда ты спишь спокойно, просыпаешься спокойно, и просто как будто вот после какого-то кошмара, когда ты просыпаешься, думаешь, фух, как хорошо, что вот у меня сейчас другая жизнь, правда. Вот, и поэтому очень классно услышать у вас такие истории, и вот такая смелость, тоже вот она даже восхищает в том, что как это сказать себе в один момент, что вот, например, я понимаю, что я лицемерка, либо я лжец. Это, чаще всего люди не выбирают вот эту смелость. Мужество. Это больно, да. Наверное. Это больно признать свои недостатки. Да, даже не просто одно дело, когда признаешь свои недостатки, нельзя же просто признать недостатки, такой, я лжец, окей, я лжец. А признав недостатки, придется работать над ними. И придется брать за них ответственность на себя. Поэтому не хочется признавать их. Если не признать, можно не работать над ними. Вот так вот. Поэтому да, для этого требуется, конечно, мужество. Да, и получается, что вот вера тоже, она так поощряет ответственность, личную ответственность человека. Угу. Да, я думаю, что просто время очень быстро идет. К сожалению, нам нужно, наверное, заканчивать уже прям очень стремительно. И у меня есть ощущение, что мы еще с вами встретимся здесь же. А почему? Потому что есть вопросы, правда, очень объемные, которые нужно обсуждать уже не в рамках знакомства, а прям в рамках уже конкретного какого-то теологического вопроса. И нам точно есть обсуждать здесь перерывчики, пока мы заказали пиццу и успели с ней разобраться в процессе съемки, мы обсудили еще много моментов, и мы поняли, у нас очень много еще тем для разговора. И хочется сказать для тех, кто сейчас нас видит, что мы рады с вами пообщаться, если у вас есть темы интересные, и мы хотим вас видеть у нас в гостях. Мы вас точно не обидим. Это правда. Правда, покормят пиццей. Да, мы сами даже не ожидали, как пойдет разговор. В итоге вы сейчас втянулись, что хочется еще продолжать, еще узнавать. Это настолько, на самом деле, вот такое взаимообогащение какое-то. Конечно. Когда мы делимся опытом, это очень здорово. И поэтому мы очень благодарны вам, что вы нашли это время, пришли, рассказали свои истории. Это очень ценно. И я верю и надеюсь, что людям, которые нас смотрят, это будет интересно и полезно. И можете писать свое мнение в комментариях, подписываться. У нас будет много интересного. Можете рассказать свои истории, как вы пришли в церковь. Да, тоже, кстати, интересно. И вообще у нас есть... Нет, наверное, пока не будем объявлять о новой рубрике. После выхода первого видео мы объявим. Так что да, просто держите нас на контроле. Где-нибудь себе в закладочку закиньте ссылочку на наш канал. И примерно через месяц где-то через месяц мы выложим новое видео. Очень интересная тема. Не будем сейчас забегать вперед, просто ее озвучивать. Ну что, всем пока тогда. Вам пока. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока. Любимая. Спасибо. Пока.